Всем привет, с вами Сева Приходько, и сегодня у меня на обзоре гарнитура от Huawei с названием FreeBuds 4i. Как понятно из буквы i в конце, это недорогая версия, но здесь улучшенный Wi-Fi, интересный дизайн, богатая комплектация, 3 возможных варианта цвета. Как обещает производитель, здесь еще и внушительная автономная работа и качественное воспроизведение звука. А так ли это? Давайте разбираться. Начнем, как всегда, с дизайна и комплектации. На выбор Huawei предлагает нам белый вариант, как у меня сейчас на обзоре. Есть еще черный и красный. То есть и для любителей классики есть варианты, и красненький, если вдруг вы хотите выделиться из толпы. Вне зависимости от того, какой цвет вы там возьмете, коробочка все равно будет примерно такая, на которой сразу перечислены все основные конкурентные особенности. А это у нас активное шумоподавление, куда уж сегодня без него. После до 10 часов прослушивания музыки на полной зарядке, обязательно это проверим. Также еще указано, что здесь кристально чистый звук и 4 часа воспроизведения при 10-минутной зарядке. Все это обязательно мы протестируем, но вначале все-таки внешний вид. Открывая коробку, мы сразу видим чехол. Он здесь выполнен в овальной форме, вернее, с лицевой стороны он действительно закругленный, а с нижней он плоский, идеальный, чтобы запускать жабку по воде, но мы, к сожалению, этого делать, конечно, не будем. Благодаря такой форме и компактности я уверен, что он легко поместится в абсолютно любой карман и будет там незаметный. Открывать его удобно одной рукой. Верхняя крышка здесь, правда, ощущается очень легкой и есть небольшой люфт, но он минимальный даже в сравнении с более дорогими гарнитурами. А когда вы закрываете крышку, то можно заметить автодоводку и есть фиксация крышки в закрытом положении, так что она не откроется. По сборке, кроме вот этого минимального люфта, вопросов нет, как и потому, что в футляре наушники держатся достаточно плотно и надежно. Они там удерживаются с помощью магнита и сидят настолько плотно, что нужно будет все-таки немножко привыкнуть, вынимать и вставлять их. Они у меня уже 2 недели, поэтому я приловчился, но вначале было сложно. Справа на корпусе можно еще заметить кнопку. Она нужна для того, чтобы подключать нашу гарнитуру к смартфону, или еще она может быть полезна, чтобы сбросить наушники до заводских настроек. Чтобы подключиться к смартфону, мы ее нажимаем и удерживаем 2 секунды, а чтобы сбросить около 10 секунд. Ну и снизу у нас здесь есть порт USB Type-C, с помощью которого, естественно, можно заряжать эти наушники. К слову, я-то уже успел ими попользоваться, емкость аккумулятора здесь составляет 55 мАч, и с активным шумоподавлением мне хватало на примерно 6 часов, с выключенным на примерно 8 часов. Также на автономность влияет, конечно, и громкость, при которой мы с вами слушаем музыку, но что еще более важно, что с 0 до 100% наушники в кейсе заряжаются примерно за 1,5-2 часа, и потом можно еще раз слушать там часов 6-8. Кейса хватает на 2 полные зарядки, то есть даже в самом активном использовании это 24 часа, и без подзарядки мне хватало примерно на 3 дня. Учитывая стоимость, я был приятно удивлен такой автономностью. Да, пусть не 10 часов, как написано на коробке, но я и не на минимальной громкости слушал, и в сравнении с конкурентами это все равно топ. Помимо кейса с наушниками в комплектации у нас есть кабель с USB Type-A на USB Type-C для того, чтобы заряжать наушники. И еще приятно то, что есть здесь силиконовые накладки разных размеров. Вот есть здесь L, есть здесь S и, наверное, есть M. Ну и кроме того, конечно, есть инструкция. По посадке я долго разглагольствовать не буду, потому что это все-таки крайне субъективно. Если вам с затычками окей, то поверьте, что вы точно найдете накладки по размеру для себя, но все равно перед покупкой я прям призываю вас идти и примерять, чтобы вам было максимально все комфортно. Если говорить уже про техническую составляющую наушников, то вот здесь у нас есть первый микрофон для шумоподавления, и второй есть для того, чтобы вас было слышно. Кстати, сейчас покажу, как они звучат. Звучат они вот таким образом. Снизу наушника есть контакт для зарядки, чуть выше него есть маркировка левый или правый наушник, а сверху я напомню, что есть сменная силиконовая накладка. Чтобы подключить их к смартфону в первый раз, нам достаточно просто зажать вот эту кнопку на 2 секунды и далее уже в настройках нашего смартфона подключиться к ним по Bluetooth. В дальнейшем можно будет настраивать гарнитуру с помощью специальной программы, которая называется Huawei AI Live. Ее можно скачать или в маркете, или можно сканировать QR-код на коробке, но пока что там этой модели нет, так что ждем. Что по управлению, то здесь все просто. 2 раза нажимаем и управляем музыкой, причем неважно, по какому наушнику мы с вами тапаем.
удерживаем. А если мы удерживаем примерно на 3 секунды, то мы с вами управляем переключением между шумоподавлением, обычным режимом, и режимом, когда вы слышите, что происходит вокруг вас. С одной стороны, жалко, что здесь нету одиночного этапа, может его завезут чуть позже, но с другой стороны, это минимизирует случайное нажатие, потому что в других моделях я очень часто управлял музыкой, когда просто надевал и вынимал наушник. Почему здесь нету тройного этапа? Непонятно, но я надеюсь, что все это поправят, когда модель будет доступна уже в программе, и там можно будет все настроить, как и в FreeBuds Pro. Отдельно хочу упомянуть, что здесь есть защита от влаги и пыли IP54, и учитывая дождливый сезон, это хорошо, потому что за гарнитуром можно не переживать. И кроме того, тут есть активное шумоподавление, и вот по моим личным каким-то ощущениям, оно ничем не хуже, чем в FreeBuds Pro. Да, это бюджетная модель, потому здесь нету выбора уровня интенсивности шумоподавления, но опять-таки, может быть, оно в дальнейшем появится в программе, и даже если его там не будет, то от шумоподавления мы с вами чего ждем? Чтобы оно просто работало хорошо, и с этим FreeBuds 4i справляются на ура. Режим прозрачность — это когда вы слышите окружающий мир, здесь это тоже работает неплохо, но я чаще просто вытаскивал наушник, когда ко мне обращались. Хотя я не спорю, что кейсы использования этого режима разные, и я не могу сказать, что функция бесполезная, потому что, например, когда вы ждете поезд или самолет в аэропорту, то чтобы не пропустить ваш рейс и важную какую-то информацию, можно смело его активировать, и вы все слышите. По звучанию мне понравилось абсолютно все. Очень гармоничные здесь и низкие частоты, и высокие, и средние. Я не могу сказать, что они прям для аудиофилов, но такому среднестатистическому пользователю, особенно за свою стоимость, точно угодят. Звук здесь объемный и получился, вот если одним словом, сбалансированным. И если бы я для себя выбирал, например, между ними и FreeBuds Pro, которые на секундочку в 2,5 раза дороже, то вот здесь этот баланс между звуком, комфортом и, главное, стоимостью получился очень неплохой. И я точно могу их рекомендовать к покупке. С вами был Сева Приходько. Надеюсь, что обзор вам понравился точно так же, как и мне эта гарнитурка. Если это так, то не забудьте поставить прямо сейчас лайк. Пишите в комментариях, кстати, какой вы пользуетесь гарнитурой и почему ей пользуетесь. Я думаю, это будет полезно другим зрителям. Если до сих пор не подписаны на канал, то рекомендую это исправить. Здесь регулярно выходят обзоры на разные интересные новинки. Ну и как всегда, скоро увидимся.